Yıldız bu konakta olduğu sürece tenin tenime değmeyecek. Son cümleyle bitsin gitsin bu iş. Tek gönle iki kadın sığmaz. Bırak yapma. Yıldız benim karım değildir. Laf olur, söz olur. Umurumda değil. Ama benim umurumda. Bu evden gelinlikle çıkar. Kefeniyle geri döner. Yıldız. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что предпримет Серхат в связи с возвращением Мелек и обстоятельствами, связанными с этим? Сможет ли Йылдыз поймать Серхата и влюбить его в себя? Узнает ли Мелек, что они с Йылдыз брат и сестра? Узнает ли Мелек, кто она и чья она дочь? Скажет ли Севди Мелек, что она ее мать? Умрет ли Севди, когда Султан Ханем прикажет застрелить Севди, чтобы предотвратить раскрытие того, что Севди и Йылдыз брат и сестра? Умрет ли Серхат вернуть Йылдыз в семью и положить конец этому беспределу? Умрет ли Йылдыз? Неужели Йылдыз, зная, что это произойдет, намеренно подставился под обстрел, заключив сделку с братом Аширом? Пожалеет ли Серхат о том, что вернул Йылдыз семье? Будет ли Йылдыз спасен? Если Серхат спасет Йылдыз, заберет ли он ее обратно в особняк? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Серхат воссоединился с Мелек в своем прекрасном браке, и если Йылдыз узнает, что Серхат не заботится о ней, что Мелек и Мелек брат и сестра, а затем найдет свой путь и заручится поддержкой Серхата, чтобы реализовать свою идею об учебе, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра! В этой серии судьба каждого снова изменится, ведь возвращение Мелек станет не просто возвращением, но и испытанием. Серхат будет одновременно удивлен и горд, услышав условия, которые Мелек поставила ей для проживания в особняке. Ведь Мелек больше не будет прятаться за своей любовью и не будет пытаться убедить его слезами. Каждое ее слово станет женской борьбой за свою честь и волю. Серхат сначала воспримет слова Мелек: «Йылдыз, твоя кожа не коснется моей, пока я не покину этот особняк», как вспышку гнева, но в конце концов поймет истинный смысл этих слов. Мелек больше не будет нуждаться в его любви, но в его уважении. На этот раз Серхат не посмеет приказать Мелек остаться или уйти, он просто останется рядом, молча приняв ее решение. В этой тишине чувства Серхата будут расти, ибо каждое движение Мелек станет для него чем-то большим, чем просто женским. Серхат больше не будет стремиться завоевать любовь Мелек, а будет стремиться восстановить ее доверие. Йылдыз, однако, будет сведена с ума решительным решением Мелек остаться в особняке. Думая, что пленила Серхата, она поймет, что на самом деле отталкивает его еще дальше. Тепло той комнаты, куда она входит в ночной рубашке, будет мимолетным, ибо за этой близостью Серхат почувствует не близость, а отчаяние. Как бы ни старалась Йылдыз, ей никогда не заменить Мелек в глазах Серхата. Когда-то он считал ее убежищем, теперь она будет чувствовать себя обузой. Йылдыз будет пытаться запугать Мелек при каждой возможности, добиться ее изгнания из особняка, но решимость Мелек будет обернуться против нее на каждом шагу. Когда Серхат увидит тьму, скрывающуюся за поступками Йылдыз, он полностью отвернется от нее. В ходе этого процесса тайна, окружающая личность Мелек, постепенно будет раскрываться. По мере того, как раскрываются глубокие тайны, которые Зиян Ага и Султан Ханем скрывали в прошлом, начинает выходить наружу правда об истинной природе Мелек и о том, чьим ребенком она является. Мелек поймет, что на земле, где она годами строила свою жизнь, она оказалась втянута в историю, связанную с ее собственной кровью. Узнав эту правду, она изменит не только ее собственную судьбу, но и баланс сил во всем поместье. Открытие того, что Мелек, дочь Зияна Аги, опустошит как Султан Ханем, так и Йылдыз. Мелек больше не будет просто женой Серхата, а истинной наследницей этих земель. Севди найдет в себе смелость признаться, что Мелек – ее дочь, но у нее не будет такой возможности. Султан Ханем будет в ужасе от того, что Севди свяжется с Мелек и раскроет правду.
Прежде чем Севди успеет произнести «Мелек, я твоя мать», Султан Ханым перехватит ее. В тот момент, когда Севди попытается раскрыть тайну, которую она скрывала годами, Султан Ханым прибегнет к самым жестоким мерам, чтобы заставить ее замолчать. Севди выстрелит, но эта пуля поразит не только тело, но и материнское сердце, похороненное годами. Но судьба будет на стороне Севди, ибо эта пуля принесет не смерть, а пробуждение. Севди чудом выживет и, прежде чем открыть правду Мелек, решит разобраться в ее прошлом. Султан Ханым думала, что все под контролем, но полностью потеряет над собой контроль. Она придет в ярость, узнав, что Севди жива, ведь раскрытие этой тайны означало бы открытие того, что Илдыз – ее родная дочь. Сердце Султан Ханым окаменеет, когда она узнает, что две ее дочери влюблены в одного и того же мужчину, и одна из них отвернулась от другой. Но ее гордость все равно возьмет верх над материнством. Она подумает, мои дочери не смогут жить в этом доме, не поубив друг друга, и поэтому решит сама обречь обеих девочек на их собственную судьбу. В конце этой войны Йылдыз заплатит высокую цену за свои ошибки. Серхат решает вернуть Йылдыз в семью, ведь в особняке для нее не останется места, и Мелек не сможет простить ее. Но Йылдыз не собирается молча принимать этот уход. Поддавшись гордыне, она проведет последний разговор с Аширом. Хотя Ашир говорит ей, все это кончится катастрофой, Йылдыз придумает план, чтобы доказать свою правоту. Этот план провалится, и Йылдыз окажется на грани расстрела. Пока все жаждут мести, Йылдыз будет преследовать собственную совесть. В тайном соглашении с Аширом она сознательно подстроит эту финальную сцену. «Может быть, если я умру, все обретут покой», — подумает она. Но судьба насмешит над ней, ведь вместо того, чтобы умереть, она получит рану, и эта рана будет не просто физической, а душевной. Когда Серхат вернет Йылдыз семье, он испытает глубокое сожаление. Он будет сожалеть не о ее спасении, а о потере доверия Мелек. Его будет поглощать мысль: «Я потерял одно, защищая другое». Но он все равно не бросит Йылдыз на произвол судьбы, потому что, несмотря ни на что, совесть не позволит. Йылдыз будет спасена, но раны будут глубже, чем обида в глазах Мелек. Серхат будет вынужден вернуть Йылдыз в особняк, потому что давление общественности и семьи вынудит его сделать это. Но это возвращение ознаменует не начало прежних дней, а начало новой войны. Слова Мелек: «Йылдыз, твоя кожа не коснется моей, пока ты не покинешь этот особняк», прозвучат словно клятва. Теперь Серхат будет каждую ночь сидеть один в комнате, размышляя о молчании Мелек. Мелек будет становиться сильнее с каждым днем, ведь ее больше не будет затмевать любимый человек, и она не будет пешкой в чьей-то игре. И, наконец, личность Мелек, признание Севди и тайны Султан Ханым переплетутся. На этот раз не просто любовная связь, но и судьбы 3 поколений будут переписаны заново. Объединив в одной истории кровь матери, имя отца и собственный пот, Мелек начнет принимать и свое прошлое, и свое будущее. Тогда все поймут, что сколько бы планов ни строил кто-то в этой истории, настоящим победителем всегда будет судьба, ведь Мелек даже изменит ход судьбы. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.